Всем привет! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить сестринство космического колеса. Я думаю, что мы можем, в принципе, идти к сестре для разговора про политическую кампанию и смотреть, что там будет дальше, короче говоря. Так. Готова утвердить нашу программу? Да? Да, давай. Ладно, да, приступим. Пройдемся по всем пунктам, оценим варианты, сделаем выбор, а когда у нас будет черновик программы, можно будет довести ее до ума, сгладив какие-то моменты. Можешь заимствовать идею соперниц, но постарайся сделать свою программу достаточно уникальной и узнаваемой. Хорошо. Начнем с правосудия. Вот как к этому подходят наши соперницы. Жасмин хочет собрать кворум старших ведьм, Георгина предлагает правосудие путем референдума. Кипариса хочет оставить руническое правосудие Даны. Какая система правосудия нравится тебе? Блин, а вот хз. Мне, наверное, нравится референдум, но можно попробовать придумать новый вариант. Может, есть еще какой-то способ управлять Ковеном? Справедливый, но эффективный. Что ты придумала? Когда решения принимаются без учета мнения сообщества, это часто приводит к проблемам, но если полностью передать контроль самим ведьмам, результаты могут казаться не лучшими. Что если учредить что-то вроде министерств, чтобы разделить власть? Выбрать экспертов, которые понимают в законодательстве, исследованиях, развитии магии, распределении ресурсов, культуре. Да, во всем, что для нас важно. Мы можем создать сколько угодно министерств. Все министры и министрки будут сотрудничать с главой Ковена, но в их областях за ними будет оставаться последнее слово, поскольку они достаточно компетентны для принятия решений. Как мы будем этих министрок выбирать? Будет ли преемственность? Что делать, если появится кто-то более компетентный? Заменять министра? То есть в теории это звучит интересно. Хорошо, если определенные вопросы будут решать компетентные ведьмы. Но это может привести к борьбе за имеющиеся позиции, спровоцировать других ведьм выслуживаться перед министрами, чтобы заработать их расположение. Правда. Конечно, другие варианты тоже не лишены недостатков. Я просто указываю, что может пойти не так в этом случае. Мы можем остановиться на этом решении, если ты займешь место главы Ковена. Уверена, ты подойдешь к делу ответственности и соберешь отличную команду, а я помогу. Да, отсутствие коррупции здесь целиком зависит от способностей лидерки. Ты способная лидерка, не сомневаюсь, ты заставишь работать любую систему правосудия, какую бы ты ни выбрала. Итак, какая система правосудия нравится тебе? Я не совсем поняла ее систему министерств, типа, что создадим много министерств, и там... Чё там? Не, я не знаю, мне не очень нравится вот эта вот система министерств, я не думаю, что это то. Я считаю, что референдум. По-моему, идея Георгина на разделении власти между ведьмами Ковена путем референдума очень хороша. Хороша, не спорю. В большом сообществе она была бы неосуществима, но пока Ковен насчитывает несколько сотен ведьм, ее вполне можно реализовать. Это все равно будет непросто, и нужно помнить о том, что самое популярное решение не всегда самое разумное, но большинство в таком случае всегда будет удовлетворено. Мы станем слабее, но счастливее? Трудно предсказать, я не слышала о подобных практиках в других Ковенах. Так, ну что ж, какая система правосудия тебе нравится? Ладно, или референдум, или министерство. Наверное, все-таки референдум больше. Ну, типа, ну, я не знаю. Ладно. Перейдем к поддержанию порядка. Вот что думают об этом наши соперницы. Жасмин предлагает систему предупреждений, ведущих к исключению из Ковена. Георгина предлагает решать конфликты полюбовно, обращаться в арбитражный суд в случае необходимости. Кипариса хочет оставить изгнание в качестве наказания. Как хочешь подойти к поддержанию порядка ты? Давайте попробуем придумать новый вариант, а там посмотрим. Не нравится мне поддержание порядка через наказание. Ведьмы будут подчиняться из страха, но глупо ожидать, что никто не нарушит правила. Неужели нет способа сделать наказание конструктивным? Как ты себе это представляешь? Отправлять провинившихся под замок, чтобы они там занимались исследованием магии? Да нет, ну, слушай, а идея неплохая. Как насчет общественных работ? Что ты под этим подразумеваешь? Вместо того, чтобы исключать ведьм из Ковена или того хуже изгонять их, можно в зависимости от тяжести проступка назначить им определенное количество часов общественных работ. Это может быть что угодно. Уход за чужими садами, сбор магии для Ковена, помощь исследователям. Да, такое может сработать. Может, кому-то это покажется инфантильным или слабым решением, но в отдаленной перспективе это определенно принесет сообществу пользу. Ладно, как хочешь подойти. Да, мне тоже нравится, мне вот это нравится 100%.
Давай предложим общественные работы. Я считаю, что это прям хороший вариант. Типа, да. Это оно. Мне как бы нравился изначально больше вариант Георгины, но после вот этого варианта... Это оно. Так, запретная магия. Вот что думают об этом соперницы. Жасмин, Кипарисы хотят дальше запрещать все, что сочтут опасным. Георгина хочет расширить свободный доступ к любой магии, но сделать обязательным обучение, чтобы все понимали, с чем имеют дело. Георгина классно тут тоже. Так, придумать свой вариант. Посмотрим. Должно быть нечто среднее между полным запретом и полным доступом. Некоторые ритуалы или заклинания могут спасти ведьме жизни и даже защитить нас от катастроф. Если пользоваться запретной магией аккуратно, можно многого достичь. Как насчет выдачи разрешений? Ведьма подает запрос на доступ к определенным заклинаниям или ритуалам, и если Ковен сочтет эту цель достойной, подготовку достаточной, пусть она пользуется тем, что хочет. Интересный компромисс. Ты разбираешься в запретной магии лучше меня, так что я доверяю твоему решению. Да, система хорошая, мне нравится. Пока что так. Пока из того, что у наших соперниц, только первая я выбрала референдум, как Георгина. Перейдем к связям со смертными. Вот что думает об этом наши соперницы. Жасмин считает, что мы должны заботиться о смертных, поддерживать их. Георгина предлагает разорвать с ними все связи. Она считает, что мы не должны ими манипулировать, и что лучше всего просто оставить их в покое. Кипарисы хочет и дальше использовать их в целях Ковена. Как ты смотришь на связи? Придумать. Что еще можно придумать насчет отношений со смертными? Не знаю, если хочешь предложить альтернативу для нашей программы, это должно быть что-то концептуально новое. Слегка видоизменить идею одной из соперниц будет недостаточно. Как насчет того, чтобы открыть смертным существование ведьм? Сильный ход. Как ты себе это представляешь? Какое бы решение мы ни приняли насчет смертных, оно не будет до конца справедливым, ведь они о нас не знают. Я предлагаю простую вещь, правду. Конечно, сначала это вызовет некоторый хаос, но разве не лучше будет, если в итоге мы договоримся сотрудничать, прямо расскажем о том, на что способны. Если им что-то от нас понадобится, они смогут просто попросить. Восхитительно. Но ты что, историю не учила? Люди с ведьмами никогда не ладили, а обычно нас просто жгли на кострах. Согласна. Тут, конечно, да. А в целом-то у нее неплохой вариант, мне нравится, но учитывая людей, учитывая сущность людей и все происходящее. Хотя ведьмы сильнее людей, поэтому я думаю, что все-таки получится противостоять людям в любом случае, наверное. Ладно, давайте посмотрим еще. Они жгли в основном невинных и беззащитных женщин. Что они могут противопоставить настоящей ведьме? Это все равно, что рассказать кролику о существовании львов. Они могут скрывать наше существование, могут его отрицать, но причинить нам вред они не сумеют. Ты недооцениваешь любовь смертных к разрушению, но такое предположение сделает нашу программу куда интереснее. Это может пойти нам на пользу. Учти, что на дебатах тебе за него достанется. Как ты смотришь на связи со смертными? Вот да, они обе правы в этом. Как я и сказала до этого, что мы-то знаем сущность людей. Это та еще штука. Но с другой стороны, как сказала Фортуна, что люди против ведьм. Давай последнее выберем. Поняла. Поговорим об обязанностях ведьм. Вот что думает об этом наша соперница. Жасмин ратует за свободу и доверие. Она верит, что все ведьмы будут действовать в интересах Ковена. Георгина хочет ввести магический налог, чтобы каждая ведьма отдавала часть полученной магии на общественные нужды. Кипариса хочет оставить ежеквартальную оценку работы как приедание. Думаем новый вариант. Должен быть другой способ усилить наш Ковен, не лишая радости состоящих в нем ведьм и не саботируя дух единства. За все годы, что ты состоишь в Ковене, что больше всего тебя мотивировало? Необходимость соответствовать, вдохновение, возможность поделиться ресурсами. Знаю. Наставничество. Моя наставница Юэни сыграла ключевую роль в становлении меня как ведьмы. Как насчет учреждения программы наставничества? Отличная идея. Сейчас одна из главных проблем Ковена – это пропасть между уровнем силы новеньких и старших ведьм. Такая система позволит укрепить взаимоотношения разных поколений. Мне нравится. Но эту идею новенькие поддержат куда охотнее, чем старшие ведьмы. Им эта система ничего не даст, так что среди более прижимистых и консервативно настроенных ведьм она не встретит поддержки. Наставничество требует огромного количества времени и сил, что может помешать личным планам старших ведьм. Тебе самой тоже придется взять ученицу, а то и нескольких. Подумай, как это отразится на твоей жизни. Ясно. Как мы хотим регулировать особо? Мне нравится.
Давай выберем это. Так, и наконец нужно определиться, что делать с телом Эданы. Вот что думает наша соперница. Жасмин считает, что Ковен должен поглотить тело, получить ее магию, став сильнее. Гергина считает, что остатки Эданы нужно рассеять по космосу, тогда переродится больше ведьм. Кипариса предлагает сохранить тело, чтобы использовать его как медиум для общения с богами. Что ты предлагаешь? А ну-ка, что там свой вариант? Что если... Не, это уже перебор. Выкладывай, у нас тут мозговой штурм. У самой дикой идеи может быть разумное зерно. А что, если только глава поглотит тело Эданы? То есть, что, если ты сама получишь всю силу Эданы? Да, стану сверхведьмой. Если это войдет в традицию, то глава Ковена с каждым поколением будет становиться все сильнее. Ей ведь будет доставаться вся сила предшественниц. Понемногу наша глава будет превращаться в богоподобную фигуру, которая способна оградить Ковен от любого зла. Опасная идея. Такое мало кто поддержит. Но если ты сумеешь это провернуть, станешь чудовищно сильной. Даже не хочу думать, как это отразится на твоих способностях. Ты, наверное, при необходимости сумеешь переписать саму реальность. Но я поддержу тебя, если ты хочешь именно этого. Что ты предлагаешь делать с телом? Блин, а это, конечно, заманчивый вариант. Но если учитывать то, что у нас договор с Левиафаном, который, в конце концов, скорее всего, я полагаю, учитывая из наших первых ответов, должен будет у нас забрать бессмертие, возможно ли это значит, что если вдруг я поглощу тело Эданы, силу, то в итоге эту силу поглотит вообще Левиафан? А зачем она нафиг ему? Он вроде и так сильнее всех нас, нет? Даже не знаю. Ну и плюс это опасно, потому что рано или поздно, когда будет какая-то там из глав, по-любому кто-то из них будет недобросовестно, и все это пойдет по какой-то, я не знаю, по наклонной, короче, пойдет. Что бы вы выбрали? Я прям реально задумалась между последним передать силы только новой главе или вариант Георгины. Блин, это жестко. Стать сверхведьмой. Блин, это жестко. А я возьму. А давай. Хорошо, вот это жесть я выбрала. Давай оценим нашу программу в общем. Наша программа достаточно уникальна. По-моему, мы предлагаем достойную альтернативу планам наших соперниц. Тебе все нравится? Хочешь что-то поменять? Нет, мне все нравится. Давайте пока так. Ну, я не знаю. Посмотрим, что будет. Продолжим. Отлично, прекрасно. Теперь еще раз взгляни на свою программу. Пропусти ее через себя, поверь в каждое слово. Тебе предстоит защищать эти решения перед соперницами на глазах у всего Ковена. Главное, концепцию нашей программы нужно грамотно подать. Для этого нужен лозунг. О боже, нет. Только не это. О, я бы предпочла обойтись без лозунга. Ладно тебе, оставь этот снобизм. Лозунг нужен, другие политики его не ради развлечений используют. Это действенное средство. Ну, как скажешь. Какой лозунг выберем для твоей компании? О, нет, я не люблю лозунги. Мне не нравятся лозунги, типа реально, я не знаю почему. Вернем Ковену былое величие. Возьмем судьбу в свои руки. Вместе мы сильнее. Настоящее сестринство. Самый счастливый Ковен. Самый счастливый Ковен. Я выбираю сестринство. Вот эти какие вообще капец. Вернем Ковену былое величие. Что это такое? Нет, настоящее сестринство неплохо. Самый счастливый Ковен... Это звучит неплохо, но в то же время звучит как-то наивно забавно. Самый счастливый Ковен. Шрек, Фиона, осел. Окей. Настоящее сестринство. Мощный посыл, мне нравится. Мощный? Он подразумевает, что то, что создала Эдана, настоящим сестринством не было, притом напрямую ее не оговаривает. Этот лозунг призывает к переменам, а сестринство очень привлекательное слово. Согласна. Он нам подходит, молодец. Отлично, спасибо. Мы почти закончили. А что еще нужно? Остается ведь начать рекламировать нашу компанию, нет? Да, для этого нам нужно самое классическое и безотказное средство пропаганды. Плакат. Зачем? В космосе ведь нет улиц, на которых его можно было бы расклеивать. Мы разошлем плакаты всем своим знакомым, как в Ковене, так и за его пределами. Постараемся развесить их в общественных местах, например, в храмах, на космических базарах. О, это как-то не в моем стиле. Вот поэтому я здесь, чтобы заниматься тем, что тебе кажется перебором, например, рекламой твоей компании. Я просто хочу поскорее со всем этим покончить. Несколько недель, максимум пара месяцев, все останется позади. Ты 200 лет провела в изгнании, так что я уверена, столько ты как-нибудь выдержишь.
Ладно, ладно, сдаюсь. Просто скажи, что нужно делать. Знаешь, твои новые карты выглядят очень стильно. Не хочешь сама создать плакат? А выбор у меня есть? В принципе, нету. У тебя настоящий талант, просто дай волю фантазии. Ну да, ну да. Ух тышечка. Ля, какая красава. Красота яка. А. Оп. Давай чуть-чуть поменьше тебя сделаем, но такую, чтобы достаточно большая. Это что такое? Иу. Угу. Она такая вся, короче, в этих... В молниях такая вся из себя сверкает. Нет, подожди, молнию убери нафиг отсюда. Вся такая из себя говорю, сверкающая. Абсолютно, да, такая идеалка. Вот так. Вот отлично, я считаю. И сердечко еще можно добавить. Сердечек добавить. Сердечки это всегда мило. Сердечки это капец мило. Я обожаю сердечки. Нам нужно больше сердечек. Без сердечек мы никак вообще не справимся. Абсолютно точно говорю. Без сердечек мы никуда. Вот так вот 4 сердечка у нас. Идеально, считаю. А стой, давай, а сверкать она пусть будет вообще. У нас она сверкает. Где тут еще у тебя будет сверкать? Я не знаю. На обуви будет сверкать у тебя, где еще? Бляшка вот тут будет сверкать. Нет, не будет. Во лбу. Нет, тоже не очень. Где бы еще? Давай, типа, сверкаешь. Оба. Идеально, я считаю. Идеально. Просто идеально. Это что такое за фигня? А, искрометная. Подниз. А если все, а если вот так? Вот так идеально, я считаю. Все, я закончила. Все, идеал. Супер. Что скажешь? Довольно нейтрально. Нет, да, тебе не нравится? Нет, очень мило, мне нравится. Переделать? Нет, вышло отлично, мне нравится. Производит уникальное впечатление. По крайней мере, здорово отражает твой характер. Когда выборы пройдут, нужно будет поместить его в музей. Перестань. Супер, теперь мы готовы победить. Ну, наконец-то закончили. Я для всего этого не создана. Еще как создана. Судьба подарила тебе строгую сестрицу, чтобы дать тебе нужного пинка. Да уж, мне, как всегда, повезло. Теперь неизбежный вопрос. Может, вытянешь карту, чтобы мы наверняка выиграли выборы? Что? Ну это же жульничество. Но зачем мы так трудились? Да я и сама об этом просто... блин, ну это реально жульничество. Нет. Да неужели? Уверена, остальные используют все доступные ресурсы, чтобы вырваться вперед. У тебя просто преимущество побольше, ну и что? Бывает. Даже не знаю. Это все-таки сопряжено с определенными рисками. Всегда есть вероятность, что я вытяну карту, у которой нет положительного толкования. Если я начну гадать, пути назад не будет. Мы можем как обеспечить победу, так и обречь себя на поражение. Тогда все усилия пропадут. Ясно. Но тебе виднее, это в конце концов твоя колода. На мой взгляд, наши шансы на победу и без нее довольно неплохи. Но если ты хочешь заранее узнать, чем все закончится, и не тратить время, и не тратить больше нервы, то я тебя поддержу. Слишком рискованно. Она правильно говорит. А что это такое? Очень сильно рискованно, типа, потому что, зачем? Зачем все портить? Ну и плюс это жульничество, как и было сказано. Поэтому нет, я не согласна на это. Я не буду этого делать. Так, все рискованно. Ладно. Но во время гонки нельзя будет упускать шанс подпортить жизнь соперницам с помощью твоей колоды. Только если они сначала согласятся на расклад. Я не гадаю без явно выраженного согласия, это дело принципа. Ладно, придумаю, как заставить их соблазниться на гадание. Как скажешь. Ничего себе ты, блин, вообще гонишь. Вот эта сестра у нее. Пандемониум. Пандемониум. Арбитр. Подожди здесь. Юэни сейчас прибудет. Ага, это прошлое, когда она встретила свою наставницу, понимаю, да.
Что происходит? Я что, умерла? Не волнуйся, ты не умерла. Но большего я тебе пока что сказать не могу. Почему? Таков протокол. Конечно, тебе это ни о чем не скажет, но знай, что ты везучая. Ее не выдающаяся ведьма, ты попала в хорошие руки. Выдающаяся... Кто? О, я все-таки сказала слишком много, но не переживай, все будет хорошо. Мне пора, ты пока отдыхай. Но до встречи. Так, вот тебе и но. А, я могу отдыхать? Можно не буду отдыхать? Давай звезды посмотрим. Я не узнаю эти созвездия. Куда я нахрен попала? Пока отдыхай, надо же. Ох, одежда все еще мокрая. Откуда столько песка в купальник набилось? Блин, у меня ключи от фургона с собой. Надеюсь, Ева и Патриция сумеют добраться до дома. Тепло. Это приятно. Вообще, тут классно. Интересно, во сколько обошлось бы снять это местечко, чтобы оттянуться с девчонками? Смогу ли я еще когда-нибудь их увидеть? А, ну, короче, да, если вдруг вы забыли, в прошлых сериях нам сообщили, что... Ну, ее сестра сообщила, что она умерла... Ну, не умерла, извиняюсь, не то. Что она стала ведьмой, исчезла, зайдя в море во время их поездки в тот день, когда она гадала. В таком месте хочется гадать на Таро. Воздух тут такой, какого я больше нигде не встречала, как будто пахнет природой. А еще судьбой и возможностями. Да и притяжение другое, я как будто легче. Такое ощущение, что мой разум медленно сбрасывает старую оболочку, и его начинает овевать свежий ветер. Это внутренняя дрожь не страх, а предвкушение. О нет. Кажется, я уже не хочу возвращаться домой. Ничего себе ты быстро. Ой. Ты мне уже нравишься. Успокойся, это кто будет за тобой присматривать. Прикольно. Ты же с Земли, да? Землянам всегда труднее всего смириться со своим перерождением. Ваше коллективное подсознание слишком цинично, а общество отрицает магию так яростно, как никто во Вселенной. Просто подожди, пока осознание придет. Обещаю, дальше тебя ждет только хорошее. Олениха. Это точно подмечено, ведь мы из числа людей зовут таких, как мы, оленьим народом. А ты, к слову сказать, как раз ведьма из числа людей. Это все за правду? Да, поздравляю, ты переродилась. Не нужно бояться. Я не боюсь. Это лучший день моей жизни. О, ей понравилось. Мне бы тоже понравилось. Ух ты, что это? Ух ты, что это? Что это? О боже, Абрамор, который заглядывает в окно, это просто нечто, это мем какой-то, пожалуйста, боже, мне нужно срочно придумать мем к вот этому вот. Здравствуйте, есть компания Oriflame, блин, я не знаю, что это такое. О боже, это что? Это очень смешно выглядит. Процесс запущен. Как успокоиться? Ладно. Процесс запущен. Согласна. Боже. Я просто не буду на него смотреть, ладно. Объявили дату выборов. Сейчас уточню, сколько циклов до нее осталось. Да, 32. У нас есть все необходимое, так что пора приступать. Прежде всего, огромное спасибо тебе, Грета, за помощь. Конечно, я только рада. Извини, что я тебе едва ли не допрашивала, но я знаю Фортуну всю ее смертную и почти всю ведьминскую жизнь, и она до этого ни разу не влюблялась. Мне нужно было убедиться, что все в порядке. Я понимаю. Каков вердикт? Вы обе в равной степени эгоцентричны, так что, думаю, особо ругаться не будете. На что это ты намекаешь? Да я просто шучу. Совет да любовь. Итак, главный вопрос. Что нам делать с огромным левиафаном за окном? Что нам делать с челом, который пришел пропагандировать Oriflame? Да-да. А что нам делать со спасителем твоей сестры? Как распорядиться силами всемогущего существа, которое старше самого времени, способно выполнять желания? Ты можешь заставить их всех проголосовать за нас? Да. А чем вы за это заплатите? А ты не исполняешь желания бесплатно? Думала, вы с Фортуной уже друзья. Да, я тепло отношусь к Фортуне, но колесо вселенной требует платы, чтобы моя магия работала. А что Левиафан может сделать бесплатно? Могу обернуться фамильяром и доставлять письма.
Могу собирать энергию, могу сеять слухи. Любопытно. Ну, пожалуй, все. Если мы не хотим привлекать внимание к моим действиям. Я ожидала меньшего. Прекрасно. Счастлив превзойти твои ожидания, о строгая сестра. В каком гримуаре ты отыскала этого клоуна, Фортуна? Сначала выясним, какие настроения в Ковине. Программы уже представлены публике, так что ведьмы понемногу составляют собственное мнение о кандидатках. Узнать, что думают в Ковине, нам поможет волшебная сфера. В ней мы сможем в реальном времени видеть желания и ожидания нашего сообщества. А еще отслеживать, кто в Ковине собирается за кого голосовать. Ух ты ж, нифига. Эта сфера важный инструмент для корректировки нашей стратегии по мере гонки. Расклад голосов ведьмы 100. Гергина, Жасмин, Киприса, Фортуна. Ого, за Гергину больше всего. Новенький. Весь Ковен. Все наши действия, конечно, действия соперниц будут влиять на симпатии ведьм Ковена. Волшебная сфера все это зафиксирует и отразит. Чтобы можно было фильтровать результаты по группам, я использовала руны разума. Давай, посмотри, как это работает. Советую ознакомиться с характеристиками каждой группы избирательниц. Ты ведь собираешься стать их лидеркой, а не только завоевать их голоса, так что тебе нужно к этому ответственно подойти. Тебе повезло, что твоя сестра служит в архиве Ковена. Я уже составила для тебя краткий аналитический обзор групп, на которые делится Ковен. Возьми мои заметки в своей библиотеке, когда найдешь время на то, чтобы с ними ознакомиться. Ого, спасибо большое. Без проблем. Теперь о том, как мы будем действовать. Фортуна, все-таки пока в изгнании не можешь покидать штаб. Но мы станем твоими руками за пределами этой комнаты, так что просто говори, что нужно сделать, мы этим займемся. Мы можем рекламировать нашу программу, искать союзников, собирать информацию, даже снабжать тебя энергией для колоды. Помни, что на каждую задачу идет время от 3 до 5 циклов, так что следи за графиком. Нифига. Нифига себе, хорошо. Погоди, а что мне делать, пока вы заняты поручениями? Займись домашкой. Изучай материалы, создавай карты, можешь... чтобы сбросить напряжение. Патриция! Что, поверь мне, оно работает. Какая же ты пошлячка. Во время гонки тебе предстоит беседовать здесь с нашими потенциальными союзницами, даже соперницами, так что не волнуйся, у тебя будет не слишком много свободного времени. Ладно. Все готовы? У кого-то есть сомнения? Нет, я готова помогать Фортуне до самого конца. Хорошо. Давайте завоюем мир. Чем завоевывать? Лучше убедить наших сестер довериться нам. Разумеется, я выражался фигурально. Ну ладно, с тобой нельзя расслабляться. О, чуть не забыла. Фортуна, у меня есть кое-что для тебя. Я сама. Личностный рост и самосознание. В прошлом году я много работала над каталогизацией текстов договоров Ковена, касающихся волшебных предметов. Среди них упоминался один, который наводил меня на мысли о тебе. Держи. Это корень апломба. Какая пломба, блин. Если его проглотить, он сделает твои речи более убедительными. О, спасибо, Патриция. Он пробудет в твоем желудке много десятилетий, по крупицам высвобождая эссенцию силы воли, также избавляя тебя от сомнений в себе. Это особенно пригодится тебе во время дебатов с оппонентками. Ой, а можно мне такую штуку? Дайте мне такую штуку срочно. Или поможет заключать выгодные сделки с теми, кто тебя тут навещает. Прекрасно. Огромное спасибо. Все для тебя. Ну что ж, пора заняться делом. Раздавай всем поручения и приступим, и не теряй мотивации. Ладно, так, поручения. Подожди. Сейчас, и давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Новенькие. Жасмин, Гергина разделились. Поставщицы Жасмин. Воительницы. Ой, воительницы за меня вообще 0. Ну, понятно, да, конечно. Так, исследовательницы. Тоже за Гергину. Академички 40. Оракулы. Ух, за меня, смотри, сколько, 60. Весь Ковен. Весь Ковен, ну, как-то так. Гермина, Гергина, Фортуна, программа, окей. Я типа, что? Могу попросить их что-то сделать. У меня есть для тебя задание. Так, поискать возможных союзниц, покритиковать программу соперниц, разрекламировать нашу программу, поискать компромат на наших соперниц, набрать энергии. Давай, пускай она ищет союзниц, я считаю. Поняла, попробую кого-нибудь отыскать. Так, ты, сестра, ты рекламируешь программу. Твоей аудиторией будут... Точно не оракулы, они так на моей стороне. Можно новеньких, во-первых. Во-вторых, можно тех, кто меньше всего.
Но меньше всего воительницы. Мне кажется, они не будут за меня, потому что они за Георгину. И типа, скорее уже тогда исследовательницы. Давай академики. Иди, вернусь через несколько циклов. Мой Абрамор, конечно же. Он пусть наберет энергии. Как прикажешь. Я добуду тебе свежей энергии. Итого. Итого я могу, типа, идти себе сидеть и радоваться жизни, да? Вот это кто, кстати? Кто ты такое? Кто это? Ладно, там кто-то сидит, я потом его приму. Я думаю, мы на этом закончим. Тут ничего нового не появилось. Посмотреть хоть. Почитать обзор демографических групп от Патриция. Что? Смотрим, что мне приготовила Патриция. Группа новенькие. Недавно перерожденные ведьмы, которые проходят обучение, еще не нашли свое призвание. Но не забывай, что речь о сообществе бессмертных, поэтому некоторые новенькие находят в себя в первые годы, тогда как от других на это могут идти десятилетия. Тебе не требуется ничего согласия, чтобы из новенькой стать поставщицей, академиком или исследовательницей. Однако воительницы должны сначала пройти испытание, чтобы стать оракулом. Как ты знаешь, нужно привидеться другому оракулу. А чтобы стать оракулом, как ты знаешь, нужно привидеться другому оракулу. Ого, что? Рекомендуемая тактика. Остальные ведьмы обычно помыкают новенькими, поэтому они приветствуют любую инициативу, дающую им больше права возможностей. Что бы поделать? А что еще? Так. Группа академики. Ведьмы настолько поглощенные тайнами космоса, что практически все свое время посвящают его изучению. Это одна из самых, если не самая престижных групп, поскольку именно академики постоянно развивают наше мастерство и таланты. Хотя возраст не является обязательным признаком мудрости, академики в среднем старше ведьм из других групп. Их можно считать самым обширным представительством старших ведьм. К слову, Кипариса одна из них, так что здесь у нее может быть небольшое преимущество. Рекомендуемая тактика. Академики любят тишину, контроль, уважение, протоколы. Их дела идут довольно хорошо, поэтому они приветствуют все, что поддерживает статус-кво. Что бы поделать? Давай еще почитаем. Группа поставщицы. Ведьмы имеют склонность извлекать из космоса выгоду, растят сады, добывают полезные ископаемые, шьют, перегоняют темную материю и так далее. Они гордятся тем, что обеспечивают остальных. Без них мы все лишились бы многих удобств. Поставщицы и академиков связывают взаимовыгодные отношения. Поставщицы финансируют бесконечные исследования, академиков взамен получают новейшие технологии для дальнейшей эксплуатации Вселенной. Жасмин одна из них, так что здесь у нее будет преимущество. Рекомендуемая тактика. Поставщицы чувствуют себя недооцененными, перегруженными работой. Нужно подчеркнуть их значимость и облегчить им жизнь. Группа воительницы. Охотницы, стражницы, бойчихи специализируются на всех видах сражений космических войн. Они обеспечивают нашу безопасность, снабжают редкими материалами, охотясь на демонов и других опасных существ. Также изготавливают оружие. Стать воительницей сложнее всего, слишком много требований. В нашем ковене их едва наберется дюжина. Георгина одна из них, она наверняка получит их поддержку, несмотря ни на что. Рекомендуемая тактика. Воительницы очень верная. Если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, они будут на стороне Георгины. Угу, очень верно, это классно. Так, исследовательницы. Эти ведьмы заняты составлением карты космоса. Они исследуют новые места, открывают новые источники энергии и материалов и сообщают нам последние новости со всех уголков галактики. Обычно исследовательницы слишком заняты, чтобы интересоваться политикой, поэтому их устроит все, что не мешает работе. Рекомендуемая тактика завоевывать их голоса довольно просто. Дай им пару послаблений, а не твои. Впрочем, у других кандидаток с ними тоже трудностей не возникнет. Там вроде еще 2 или 1. Оракулы. Не думаю, что должна рассказывать тебе об оракулах. Ты все-таки из их числа. Еще это самая замкнутая из всех ведьм, так что вас нельзя назвать сообществом в прямом смысле. Оракулы самая малочисленная группа в нашем ковене, поскольку никто не может стать оракулом по своей воле. Оракула может избирать только космос. Оракулы с их предчувствиями и догадками обычно играют вспомогательную роль, давая совет ведьмам, оказавшимся на распутье. На самом деле вы наши психологини. Рекомендуемая тактика – это группа непредсказуемая. Я не знаю, стоит ли тратить время на то, чтобы завоевать сердце оракулов. А они вроде и так на моей стороне пока что. Хотя если ты на это пойдешь, думаю, они проголосуют по-твоему, просто из симпатии. Еще что-то есть. Я уже прочла обзор всех групп. Все понятно. Всех групп ясно. Да, все понятно, окей. Тогда давайте на этом закончим. Посмотрим, что у нас вот это вот такое в следующий раз. Ну ладно, давайте прочитаем хотя бы, что там. Чисто, чтобы прочитать. О, появилась доска, я не заметила. Доска. Давай, что это такое? Ведьма Фортуна, я бы хотела познакомиться с тобой лично перед началом предвыборной гонки. Нам с тобой следует обсудить некоторые вопросы, касающиеся смены политического курса нашего ковена, с наилучшими пожеланиями, видимо, истории Кипариса. О боже, Кипариса.
Окей, запомнили. Хорошо, встретимся с ней в следующий раз. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Так что ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.